Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание плохим местам в нашем доме. И этих мест всего лишь три. Три плохие зоны, которые тянут вашу жизнь. Негатив, неприятности, проблемы. Также у вас начинаются проблемы со здоровьем. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать, как изолировать эти места в своем доме, чтобы они не беспокоили вас, а в вашем доме всегда был поток изобилия и достатка. Обязательно подпишитесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть также они знают эту полезную и важную информацию. Вы знаете, друзья, плохая энергетика есть не только в общественных местах, в городах, в полях, в селах каких-то, но места с плохой энергетикой вы можете найти в своем доме или в своей квартире. И при этом эти места, 3 места есть в каждом доме или квартире, то есть нет исключений из этого правила. И вот эти плохие зоны или сектора могут влиять на ваше здоровье. Также давить на вашу ауру, давить на вас, на ваше тело и отпугивать удачу и благополучие. И что самое ужасное, закрывать и потоки изобилия в вашу жизнь. И такие места нетрудно распознать, изменить. Но многие люди, к сожалению, просто не знают об их существовании. Итак, друзья, начнем. Самое черное пространство. И это место легко найти в нашем доме, куда почти никогда не попадает ни солнечный свет, ни электрический свет. И вы сейчас будете удивлены, но это не зона под кроватью или в шкафу, а это открытая комната, уголок, куда люди редко заходят. И еще это можно распознать, это место, потому что там есть негатив, скапливается плохая энергетика. Если у вас в этом помещении перегорают лампочки, ломается проводка, скапливается ненужный пыльный хлам. И вот чтобы исправить эту энергетику, вот именно в такой комнате рекомендуется поставить дополнительный надежный источник света. Навести порядок, убрать из комнаты старые, сломанные, никому не нужные вещи. Недаром раньше в домах все сломанное, устаревшее, возможно, не нужно на данном этапе жизни, убирали в сарай или на чердак. Простой пример. Была большая семья, жили родители с детьми. Дети выросли, покинули дом. И, соответственно, люди, как правило, много им места не нужно. Им нужна кухня, коридор, да, и спальня, где они могут отдохнуть. Но в доме или в квартире есть еще 2-3 комнаты. При этом, как правило, еще одна комната всегда захламлена, куда все несется и заносится. И вот смотрите, вы как бы убираете в одних комнатах каждую неделю, а в других комнатах вы ничего не делаете. И вот здесь появляется скапливается негатив. Появляется такая вот черная дыра, которая начинает потихоньку тянуть энергетику уже со всего дома. Поэтому пересмотрите, что и как у вас. Следующее, друзья, место с плохой энергетикой – это там, где спит ваша кошка или кот. Да, конечно, кошки могут спать практически на всех поверхностях, но это не означает, что в вашем доме все места плохие. Обратите внимание именно на то место, где кошка не просто лежит или дремлет, а именно глубоко спит на протяжении нескольких часов. И делает при этом это регулярно. Любопытно, что для таких мест кошки часто предпочитают не ярко освещенное, теплое и уютное местечко, а именно там, где темно, где сыро и где грязно. И это может быть, например, уголок в коридоре, в ванной, даже на балконе, как вариант за диваном где-то или в чулане. И считается, что когда кошки находятся именно в таких местах, но они и нейтрализуют это своей энергетикой. Однако лучше не рассчитывать на помощь своей кошечке, а навести в таких местах порядок. И проводить этот порядок каждую как минимум неделю. Это очень важно. И далее, друзья, следующее место. Мы его назвали, это место, такое вот зеркало. Зеркало, отражающее информацию со всего мира, друзья, это телевизор.
Это один из основных источников плохой энергетики в доме. Вы, наверное, сейчас удивились, да, это вот правда. Дело в том, что очень часто с экранов нашего телевизора потоками идет негатив. Включите новости, вот кто смотрит в 8 вечера, и пошла информация. Там то-то, там сё-то, там произошло, там еще что-то наступило. И вот эта информация оседает на энергетическом уровне не только каждого человека, который получает эту информацию или который смотрит телевизор, но и в той зоне, где этот телевизор стоит. Именно поэтому люди, которые любят вот смотреть скандальные какие-то шоу, в которых манипулируют эмоциями, там кричат, например, ругаются, часто ощущают сильный эмоциональный спад, словно вот из них вышли какие-то жизненные силы. Особенно от этого страдают вот пенсионеры и домохозяйки. И обращаю ваше внимание, что именно из-за этой плохой энергетики рядом с телевизором всегда накапливается достаточно много пыли. И если у вас растут комнатные растения, то, наверное, вы обратили внимание, что комнатные растения, да, не все, но в основном плохо растут. Возможно, где-то болеют. Знаете, возле телевизора плохая энергетика. Поэтому не рекомендуется ставить рядом с телевизором семейные фотографии в рамках и вообще все, что связано с вашей семьей, связано с вашими, возможно, какими-то достижениями. И почему? Потому что энергетика все-таки негатива больше, и она время от времени начинает вот отсасывать от нас эту энергетику. И исправить данное негативное место можно несложно. Достаточно смотреть больше спокойных передач о природе, о любви, возможно, о гармонии, возможно, вы любите слушать какие-то релакс-программы, да, где показывается музыка и в то же время показывается океан, море или пальмы, какая-то природа. Смотрите, также, друзья, очень важное значение имеет телевизор, когда он накрыт или не накрыт каким-то материалом. Когда телевизор выключен, он все равно продолжает работать. Обратите внимание, что у телевизора всегда экран черный, когда он в выключенном состоянии. Это как черная дыра, которая осознанно нами или неосознанно потихоньку тянет энергетику. При этом она, знаете, как вот втягивает энергетику не только плохую, но и в то же время и хорошую. Поэтому такая вот маленькая рекомендация, совет. Если вы не смотрите телевизор, то накройте телевизор, именно экран, какой-то простыночкой или платочком, для того, чтобы вот этот черный экран не тянул энергетику. Хотите включить телевизор, убрали простынь или скатерть. Именно нужно, чтобы было тряпяное. И смотрите. Также время от времени стирайте вот эту салфеточку, эту простынь или этот материал, потому что все равно пыль оседает, все равно появляется негатив. Также это проводите и с мониторами. То есть если у вас дома есть компьютер, тогда так же самое накрывайте. И старайтесь экраны также протирать у телевизора и у вашего компьютера, именно экрана. Ноутбук, друзья, вы его крышку закрываете, поэтому здесь эта черная энергетика в закрытом виде, она не влияет на нас, она закрывается, знаете, как вот банка с крышкой. Закрыли и все. Друзья, вот такие вот советы хотели бы вам сегодня дать. Надеемся, они будут для вас полезны и важны.